Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке покажу очень красивый тунисский узор. Вязать буду, правда, обычным крючком номер 3,5. Лучше брать вот такой вот, который без ручки. Вязать буду из 3 цветов. У меня это шнурочек Карамель Baby, где шнурочек толщиной 2 миллиметра и в одном моточке 200 метров. Цвет это у меня, например, вот этот бордовый цвет Корида. Заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду. Все реквизиты оставлю в описании под данным роликом. Итак, приступаем к вязанию. Начинать будем вот этим красивым бордовым цветом. Делаем узелок и набираем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набрали 9 воздушных петелек и вяжем как при вязании тунисским крючком. То есть первую петельку мы пропускаем, за полупетлю вытягиваем вот такие вот петли. Всего на крючке их должно быть 9. Обязательно просчитывайте. Вытянули. Теперь идем в начало вязания. То есть первую вот эту петельку мы провязываем одну, а все остальные мы вот так вот по 2 петельки провязываем. Идем в начало ряда, чтобы формировать, вязать наш узор. Далее, как вяжется наш узор. Смотрите, мы просто будем чередовать, провязывать наши петли, когда у нас крючок изначально находится спереди. Провязали. Вторая петелька, крючок у нас находится сзади. И таким образом мы чередуем. Спереди, сзади крючок. Ниточка, то есть спереди ниточка, сзади находится ниточка, спереди. Последнюю петельку мы вот так вот просто провязываем. Смотрите, просто провязали. Опять же просчитываем, на крючке должно быть 9 петелек. Первую провязываем одну, остальные все вот так вот мы провязываем по 2. Идем в начало вязания и здесь просто будем чередовать. Там, где у нас изначально ниточка была спереди, да, вот даже видно, здесь у нас узелочек. Ту петельку мы провязываем, когда ниточка сзади. И чередуем. Ниточка сзади, ниточка спереди. Последнюю петельку вот таким вот образом провязываем. 9 петелек на крючке. Идем опять в начало вязания таким же образом. И снова чередуем. То есть второй ряд мы вязали, где ниточка у нас была сзади, да, теперь мы ее опять берем вперед. А те ряды, где у нас вот видно здесь такой узелочек, у нас ниточка теперь сзади. Мы вот таким вот образом чередуем каждый ряд. Вот, провязываем. Так, я когда провяжу до нужного размера, я вам скажу, как мы будем закрывать и переходить на новый цвет. Смотрите, какой рельефный, красивый получается узор. Итак, смотрите. Когда у нас вот с этой стороны, где мы начинаем вязание, образуется 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек, значит наш квадратик мы закрываем. Закрываем соединительными петельками за каждую петлю. Вот таким вот образом мы закрываем наш квадратик. И я сейчас покажу, как мы переходим к другому цвету. То есть здесь вы при вязании этих квадратиков можете использовать
остатки вашей пряжи, шнура и вязать все, что вам нравится. Последняя петелька. Делаем воздушную петлю и обрезаем нашу нить. Все, хвостик спрячем. И сейчас я покажу, как мы переходим на новый цвет. Так, для контраста возьмем вот эту светлую ниточку. Так, смотрите, наши хвостики, да, вот здесь мы сейчас закрыли, а мы идем вот там, где мы по стенке считали 1, 2, 3, 4, 5, 6 наших петелек. Берем не за косичку, а берем вот, скажем так, захватывая еще начало нашей воздушной петельки, чтобы у нас красиво был присоединен наш новый квадратик. Вот таким вот образом. Смотрите. Да, мы провязываем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И опять же начинаем также вязать. То есть мы формируем петельки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, считайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А 9 захватывая вот таким вот образом эти петли наши, да. И когда мы вяжем все квадратики уже после того, как мы связали одиночный и идем в начало вязания, мы провязываем сразу по 2 петельки. Там я вам показывала, мы провязывали по одной. Сейчас мы, когда будем двигаться в начало вязания, мы все время будем провязывать по 2 петельки. И точно так же мы формируем наш узор. То есть изначально ниточка у нас спереди вязания, да, потом сзади. И провязываем наш узор. И когда двигаемся к нашему квадратику, захватываем снова петельки. Ну, то есть как бы мы за него крепимся. Далее идем в начало вязания, провязывая по 2 петельки. Далее, как я вам и рассказывала, то есть мы там, где ниточка у нас была спереди, видно узелочек. Сейчас хорошо видно на светлой нитке. Мы провязываем, чтобы ниточка была сзади. И чередуем. И захватывая следующую косичку, опять идем в начало, провязываем. То есть суть вы поняли, когда мы двигаемся туда, к нашему бордовому квадратику, мы захватываем в каждом новом ряду новую косичку. То есть провяжите сейчас самостоятельно сами, а я уже покажу, как мы перейдем на вот эту сторону квадрата и спрячу свои хвостики. Итак, смотрите, обрезала хвостики, стало как-то красивее. Когда мы белый квадратик этот связали, и у нас тоже на одной из сторон появляется 6 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, мы тоже соединительными петельками как бы закрываем наш квадратик и переходим к вязанию нового белого квадратика. То есть здесь с каждым новым цветом, можно сказать, увеличивается количество квадратиков. Так, и фиксируем, провязывая вот сюда соединительную петельку. И теперь что мы делаем? Смотрите, как мы вяжем новый квадратик. Так, за вот эти вот наши петельки. То есть их у нас опять же должно быть 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и в уголочке здесь 9. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Так, и так как вот этот квадратик опять же угловой, когда мы двигаемся в начало ряда, мы опять же провязываем его одиночным. Сразу по 2 мы провязываем тогда, когда у нас квадратики присоединяются друг к другу. Да, остальные все мы снова по одному. И снова вяжем наш узор, чередуя, когда у нас ниточка спереди и когда у нас ниточка сзади. Так, спереди. Все, и последние петельки, как в начале вязания я вам показывала. То есть мы последнюю петельку вот таким вот образом провязываем. Здесь одну, далее по 2. Это когда квадратик у нас является самым крайним, то есть чтобы сформировать красиво вот этот ряд. Двигаемся вперед, то есть опять же чередуем. Здесь ниточка сзади, ниточка спереди. И вяжем до нужного размера наш второй квадратик. А я еще покажу, как перейти на третий цвет. Итак, смотрите, когда в нашем этом втором квадратике связано 6 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, мы соединительной петелькой опять же закрываем этот квадратик за каждую петельку. Все, делаем воздушную петельку, обрезаем нашу нить. Так, сейчас прячу хвостики, возьму третий наш цвет. Итак, далее все делаем точно так же. Теперь будем присоединять к этому углу, да, только квадратиков уже у нас будет 1, 2, 3. То есть вот это наш угол, мы вяжем как бы от угла. И в зависимости от того, какой размер, ну, пледа, там, сидушка, например, у вас это на стульчик, либо просто подставочка под горячее. То есть столько у вас, вот следующий ряд будет у нас 4 квадратика, потом 5 квадратиков. Когда уже ваш плед пойдет на сужение, квадратики по одному будут уменьшаться. То есть сейчас мы опять же от этого уголочка, да, начинаем, смотрите, я не сюда ввожу крючок, а как я вам и показывала, вот в эту петельку, чтобы у нас было такое равномерное прибавление наших квадратиков. Все, делаем новый квадратик зеленого цвета, снова вяжем, набираем мы 8 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И со второй петельки мы набираем наши петли. Захватывая вот петельки первого нашего ряда, вот этого светлого цвета. Должно быть 9 петелек. Да, и когда мы к квадратику присоединяем новый квадратик, я вам уже говорила, мы начинаем убавлять сразу по 2 петли. Так, и формируем наш узор. Ниточка спереди, ниточка сзади. Спереди ниточка, да, и захватываем 2 петельки следующего ряда, чтобы присоединить наш квадратик. И опять идем в начало. То есть квадратик наш вяжем точно таким же способом. Я еще раз покажу, когда мы его будем закрывать, как перейти и связать вот этот квадратик. Так, смотрите, когда связали первый квадратик зеленого цвета, далее у нас будет вот здесь квадратик зеленый и здесь, как я и говорила, с каждым рядом на квадратик становится все больше. То есть мы вот так вот
заполняем. То есть мы связали с этой стороны, у нас 6 рядов. Мы снова соединительной петелькой идем к белому квадратику и начинаем. Сейчас покажу, как квадратик формируется по серединке. Захватываем белую петельку. Все. И далее, смотрите, за вот эти наши петельки мы снова, у нас должно получиться 9 таких петелек уже. Раз, два, три зеленого цвета. 4, 5, 6, 7, 8, ну и за боковинку 9. Все. Опять же этот квадратик присоединяется к белому квадратику, поэтому назад идем, провязывая сразу по 2 петельки. Вяжем квадратики, захватывая опять эти наши петельки. То есть так вяжем узор. Изначально ниточка спереди, ниточка сзади, спереди, сзади, спереди, ага, сзади, ой, спереди, и захватываем петельки бокового квадратика и по 2 идем назад. Все нюансы я вам рассказала. Сейчас вяжу зеленым цветом, потом у меня будет бордовый. И когда квадратик пойдет на сужение, еще раз покажу, как вяжется, когда идем на сужение. Так, смотрите. Вот такой вот элемент у меня получился. И, допустим, я уже хочу закрывать свой, что там у вас будет, плед, наволочка, да. То есть далее вы понимаете, что мы провязываем 2 квадратика другого цвета и еще один квадратик, то есть чтобы у нас получился квадрат. Покажу, как. То есть сейчас у меня будет 2 квадратика бордового цвета. Вот здесь, раз, два. Просто идем вот в эту петельку, формируем, так, формируем нашу петлю и опять же вытягиваем петельки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот сюда захватываю уже второй квадратик. И как обычно, так как эта сторона у нас не крайняя, мы сразу провязываем по 2 петельки. Все, далее мы вяжем узор, как я вам и показывала. Как вязать узор вы уже знаете. Свяжем здесь квадратик бордовый и закончим все белым квадратиком. Уже дальше не показываю, саму суть я объяснила. Сейчас покажу, что получилось. Итак, смотрите, у меня получился вот такой небольшой квадрат. Я вязала просто для образца, поэтому... Если, конечно, лучше всего сделать влажно-тепловую обработку, чтобы вот здесь вот не было видно вот этих как бы переходов, но их так и особо и не видно, в принципе, можно сказать. Вот получается, какой квадрат, какой узор. То есть, если вам был полезен мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.